Добрый вечер, дорогие друзья. Много чего хочется сказать, но в первую очередь это свершилось. Каким бы долгим отсутствие не было, есть ощущение, чем оно больше, тем возвращение триумфальней. На этом канале чем я только не занималась, будучи ребенком, и даже уже во взрослом возрасте, но в какой-то момент моей жизни меня нормально так шандарахнуло, и мне захотелось снимать обзоры на художественные материалы, которыми я пользуюсь, которые пробую. В общем-то, собственно, поэтому мы и здесь. Не знаю, с какой периодичностью будут выходить видео здесь. Все зависит от того, насколько мне понравится сам процесс, но, как мне помнится, я получала огромнейшее удовольствие от процесса монтажа, съемки, ну и в целом мне очень нравится делиться с людьми всякими шнягами, так что, пожалуй, следите за этим местом, может быть, я буду появляться здесь гораздо чаще. В идеале этот канал планируется как место для моих всяких творческих потуг. Помимо рисования, скорее всего, здесь будет что-нибудь связанное с одеждой, но это в некотором будущем, пока что мы туда не заглядываем. В любом случае, я понятия не имею, нынешние алгоритмы Ютуба, как это все работает. Возможно, мой канал в теневом бане, так что я посмотрю, как оно пойдет. В любом случае, люди, которые подписаны на меня или меня знают, вы всегда сможете узнать, если я создала новый канал или продолжила пользоваться этим. Вся информация будет в моих социальных сетях, в частности, в Телеграм-канале. Вот. Так что давайте приступим. Сегодня у нас на обзоре очень интересные чувачки. Идея этого ролика мне пришла по причине того, что, как вы видите, здесь находится аж 5 баночек чернильной краски производства Малевич. 3 цвета из которых я уже использовала, например, вот в работе, которая лежит вот здесь вот прямо, но это все спойлеры, мы к ним перейдем немножечко попозже. Давайте начнем с бумаги. Сегодня у нас на обзоре скетч-маркер Watercolor Pad. Это такая склеечка 300-граммовой хлопковой бумаги. Если честно, я в этом плане абсолютнейший нуб. Преимущественно я пользовалась целлюлозой. У меня есть один единственный скетчбук от какого-то азиатского бренда Potentate. Без понятия, что это за ребята. Я его купила в Санкт-Петербурге в начале этого года от азиатских, а точнее китайских производителей Supervision, которые мы сегодня тоже будем обозревать, и я их внедрю в сегодняшнюю работу. В общем-то, почти никогда не пользовалась такой плотной бумагой для акварелью и, честно говоря, хлопковой в том числе. Именно поэтому сегодня у нас будет прям, считай, первые впечатления. Штучка эта стоила на маркетплейсе в районе 380 рублей, что достаточно дорого, как по мне, за такой маленький формат. Здесь у нас 10 листов, черт возьми. Я надеюсь, что эта бумага будет хорошей. В ином случае это будет провал. Я хапанула себе в руку дополнительный свет, потому что вообще ни черта не было видно. Вот такие вот 2 тубы. Это гранулирующие краски. Собственно, в чем идея сегодняшнего ролика? Я буду использовать краски, которые только гранулируют, распадаются на несколько пигментов. Эти славятся тем же самым, но они еще жутко-жутко блестят. Там прям блестки в составе. Из этих цветов я уже попробовала 3, а конкретно лед и пламя использовался. Фокус, пожалуйста. Счастливый оксид. Всем бы нам такого счастья. И приворотное зелье я пробовала, но не успела использовать в работе. Я сделала только выкраску. Выкраску я покажу чуть позже, вы ее уже видите сбоку, но выкрашивать сегодня мы все будем, разумеется, на бумаге, на которой я буду работать. И также 2 дополнительных цвета, которые я сама еще ни разу не пробовала. Это будет первое впечатление вместе с вами. Река Стикс и Галактический маяк.
очень интересно. Заранее извиняюсь перед всеми любителями аккуратненьких упаковок. Я забирала все эти материалы с маркетплейсов, соответственно, мне было обязательно проверить их на месте выдачи, чтобы ничего с ними не случилось. Все, что я могу заметить, уже сразу с упаковки я сталкиваюсь с жесткими проблемами с открыванием. В целом, я сохранила упаковки чисто для обзора, но я думаю, что чернилам лучше находиться в темном пространстве. Вот такого рода бесовщина у нас здесь происходит. Первое, что хочу отметить, эти баночки действительно огромные. Мы это выясним чуть позже, ввиду того, что я уже пользовалась этим материалом, я заметила некоторые нюансы и особенности конкретно этих чернил, но здесь 15 мл, и это действительно много. 5 штучек мне обошлись, наверное, чуть меньше 1000 рублей в общей сложности. То есть в районе 200 за одну штуку. Разумеется, не все оттенки стоят таким образом. Я преимущественно взяла самые дешевые, просто для того, чтобы затестить, посмотреть. На первый взгляд, все, что я точно могу сказать, этой бандуры вам хватит надолго. Потому что эти чернила просто сумасшедше пигментированные, и вы увидите это чуть позже. Давайте перейдем к распаковке бумаги. Опять же, всем дорогим акварелистам я напоминаю что я жесткий нуб. Я не могу много сказать о хорошей хлопковой плотной бумаге. Для меня это будет, по сути, в новинку. Никаких прям полноценных работ на хлопковой бумаге я не выполняла, так что посмотрим, надеюсь. О боже, что? Надеюсь, она меня не разочарует. Окей. Нет, это они склеены между собой. Хорошо. Давно я склеечками не пользовалась. Дорогие друзья, я в смятении. Я не понимаю, это кусок клея или это пленка? Давайте я попробую взять канцелярский нож, может быть. Что ж, я наконец-то поняла принцип этой склейки, но должна сказать что это не самый удобный способ. Разумеется, у вас этот альбом ни в коем случае не развалится, учитывая количество клея здесь, но должна сказать, что это выглядит достаточно проблематично. Я прям вижу, как у меня на бумаге остаются остатки клея, и при распаковке таким образом она, деформируется. Может быть, у меня, конечно, руки из жопы, никто сейчас сильно не берется судить, но окей. Я это сделала. Давайте с вами поближе рассмотрим текстуру. Такая вот она 300-граммовая. Ощущается она очень ярко, и она с двух сторон. Здесь, конечно, она более выраженная. Окей. Здесь у меня уже есть 2 цвета, которые я в том числе хочу использовать. Просто потому что расход у этих чернил минимальный. Один из самых важных факторов, которые вы должны учитывать в работе с этими чернилами, вы должны подготовить огромное количество воды. В идеале пусть это будет несколько баночек. Они супер пигментированные, и, скорее всего, у вас, как у меня, возникнут проблемы с чисткой кисточек после этого. Так что, скорее всего, после каждой выкраски мне придется менять баночки. Я, наверное, задолбаюсь из-за этого при работе. Именно по этой причине, кстати говоря, я выбрала маленький формат. Также настоятельно рекомендую. Может быть, это просто мой загон, но я очень сильно ассоциирую чернила с тушью. И я думаю, каждый художник, который когда-либо занимался графикой, сталкивался просто с гигантской травмой насчет того, как жутко начинала вонять тушь после того, как вы окунали туда кисточку с водой. Собственно, по этой причине, из-за того, что у меня очень сильно застрял этот триггер в голове, я относительно этих чернил использую пипетку. Это может быть просто заказанная вами, моя конкретно из-под какой-то сыворотки, которую я
оставила, и, господи, боже мой, она пригодилась. Если нет вариации пипетки, вы можете также использовать шприцы. Только я знаю, хлопковая бумага очень сильно должна съедать цвет. Относительно целлюлозы той же самой. Пока что все выглядит отлично. Блин, вот этот цвет супер красивый. Как вы видите, мне пришлось вас приблизить. Вот, пожалуйста, прошу, оцените чистоту воды сейчас. И буквально через пару мгновений. И распадается на основной и дополнительный пигмент. В частности, все цвета, которые представлены здесь, они распадаются на что-то такое хромовое, светящееся. Хватит несколько капель для работы, если вы хотите подчеркнуть какие-то детали, скорее всего, прям чуть-чуть макнуть кисточку. Особенность, которую я заметила относительно этих чернил, то, что чем меньше вы добавляете воду, тем больше она гранулирует. Вот, например, его выкраска на целлюлозной бумаге. И это, если честно, прям-таки любовь. Выпадает он вот такой вот блестящий, зеленый, и это просто выглядит восхитительно. Здесь есть защитная помпочка, которая защищает чернила. Уже видно то, как поблескивает зеленым, в который он должен выпадать. Что интересно конкретно насчет этого цвета? Вот я его вымываю на данный момент, и у него основа теплая. Посмотрите, это прям буквально теплый розовый. Целлюлозной бумаги. И здесь вот я проверяла то, насколько они вообще вымываются после высыхания краски. Вот конкретно вот этот вот прямоугольничек и вот этот. Вот этот вот голубой, бирюзовый даже, размылся прям в ноль. Вообще без каких-либо проблем. Здесь же с этим фиолетовым я вижу вот очертания. Вот как раз то, что дает теплоту этому оттенку, и остается именно вот в качестве пятна. Но можно делать супер разные интересные эффекты с этой краской, что просто не может меня не радовать. А вот это вот, между прочим, дорогие друзья, это то, как будет выглядеть ваша краска, если вы вообще не будете контактировать с водой. Или прям в минимальном ее количестве. То есть все, я больше не могу притрагиваться к этой водичке. Ох, черт возьми. У меня будет синий ноготь. Вот о чем я говорю. Не запах. Кстати, что по запаху? Пахнут они достаточно приятно. Она очень тяжело отмывается с кожи. Этот парень должен знатно загранулировать. Неожиданно глубокий. Я не ожидала такого. Я думала, что вообще-то, насколько я помню, на карточке товара он должен выпадать в зеленый. Окей. Давайте подождем, пока высохнет этот чувачок. А можем и не ждать и выкрасить вот этих вот ребят. Каждый раз, когда вы выдавливаете цвет снова, это максимально рандомный оттенок. Но с этим в целом нет ничего необычного, он просто такой изумрудный. А вот этот вот может выпасть либо в красноватый, либо вот в такой вот лавандовый, светло-голубой с блестками в том числе. Яркий. Вот видите, прям капелька красного. Его, именно этого красного, там действительно очень мало. То есть, вот почему у меня эта палитра выглядит так. Не только потому, что я ее, черт возьми, не мыла, а потому что я пыталась добыть этот красный конкретно из этой тубы. Вот, когда я их только купила, они были чуть-чуть, прям совсем слегка более жидкими, но опять же, ввиду текстуры и вот этой вот перламутровости, я сомневаюсь, что они будут прям максимально жидкими. Но в жизни он более холодный. Именно такой прям классический изумрудный, который мне на самом деле не очень нравится. Я не люблю такими цветами работать, но ввиду текстуры конкретно этого цвета и того, насколько же он классно переливается
вот этими всеми блесточками, это супер здорово. Они гораздо менее пигментированы, как вы можете видеть, но это в целом акварель, то есть это не какая-то проблема, позволяет вам увидеть цвет самой бумаги. То, что мне кажется, насколько мне помнится, они хорошо вымываются, просто ввиду того, что у меня возникала с этим проблема, с тем, как они размазываются после высыхания. Окей, я промокнула, я чуть-чуть слегонца вымыла. Да, окей, я вижу то, что это особенность не чернил на данный момент, а особенность именно хлопковой бумаги, потому что на целлюлозе эти чернила максимально, просто максимально можно было размыть. Мне очень нравится эффект при вымывании цвета. Вот то, что происходит вот здесь. Вот, извиняюсь за мою растрепанную кисточку. Мне очень нравится, как это выглядит. Наверное, это будет цвет волос у девчонки, которую я буду рисовать чуть позднее. Взять кисть абсолютно сухую, неиспользованную. Я хочу... прям вот такое пятно рядышком. Она называла себя художником. Мне нужно из вот того, что есть сейчас перед вами на экране, составить палитру таким образом, чтобы нарисовать вот эту вот деваху. Я заметила в работе с этими чернилами очень интересный способ их использования. Покажу вам наглядно на одной из моих работ. Отрыла скетч просто 4 почти летней давности одного из актеров «Эйфории», который уже погиб, к сожалению, R.I.P. И вот, вдохновившись конкретно цветом «Лед и пламя» и «Оксидное счастье», выполнила работу. Вот как она выглядит. Все вот сверкает, как вы видите, бликует в зависимости от разного освещения. И какой интересный прикол я обнаружила. Все эти чернила очень сильно отпечатываются. То есть она не высыхает, как акварель. Она после высыхания в том числе подвижна. Но я нашла способ, как это можно использовать. Как вы видите, у актера стрижка под ежик. И вообще, изначально я просто залила ему голову цветом «Лед и пламя», и у меня просто были вот такие вот интересные переливы. Но под конец работы, когда я уже начала вставлять акценты, я взяла акрил и думала то, что я прям возьму белый цвет и нафигачу здесь такие вот волоски, и она будет чисто белым. Как вы видите, так не получилось, и мне очень это понравилось. То есть, если вы работаете в смешанных техниках или после выполнения основной работы добавляете детали гелевой белой ручкой или, опять же, акрилом, возможно, я не знаю, акварелью, господи боже, гуашью, чем угодно белым перманентным, кроме маркеров акриловых, я предполагаю, хотя здесь была использована акриловая краска, возможно, с ними тоже сработает. Вы можете отлично прорисовывать волоски, что мне очень сильно понравилось, но и вообще в целом не только волосы так можно рисовать, а обыграть это разными вообще способами, но просто имейте в виду, что это очень прикольно. Это я придумала и выяснила сама, чем я очень сильно горжусь. Но на просторах интернета мне также попался рилс от какой-то иностранной дамы. С помощью таких акварельных красок она рисовала цветы. И вот как раз-таки мой поинт в том, что я хочу на фоне этой работы, вот у меня здесь на маленьком скетче видно то, что у этой дамы на фоне должны быть цветочки больших размеров. Я думаю обыграть это. Наверное, мы начнем с фона, ввиду того, что, опять же, я не уверена, насколько цвета будут вымываться и все такое, и размазываться впоследствии, я имею в виду чернила именно. Поэтому, наверное, мы начнем с фона, и я, скорее всего, преимущественно буду обыгрывать эти акварельные краски именно на фоне. Начальный референс. Я взяла для конкретно этой дамы, а конкретно ее волос, с достаточно известной новеллы Саэна Ута. «Земля вам пухом», если вы это проходили. И я ловлю жесткую отсылку. Я не представляла, что цвет будет таким, честно. Я вообще не знала. Но я не могу сказать, что мне это не нравится. Сейчас вы наблюдаете небольшой спидпейнт. Я не записала его полностью, потому что мне очень трудно пока что дается запись этого процесса в полном формате. Я на самом деле не уверена в том, насколько именно full speedpaint имеет смысл. Наверное, если вы хотите подчеркнуть какую-то технику, вполне да,
или, например, просто отдыхаете, смотря видос. Мне это тяжело дается из-за того, что просто я пока что не нашла удобного для себя формата, где у меня стоит рядышком камера, я записываю и при этом с абсолютнейшим комфортом рисую. Собственно, я рисую какую-то фури-даму, рыцарку, я предполагаю, по ее одеянию. Мне изначально очень хотелось нарисовать что-то угловатое, напоминающее рыцарскую броню. Получилось очень фэнтезийно ввиду палитры, и у меня даже появилась возможность хоть каким-то образом изобразить цвет кожи. Да, у меня такая розовая девчонка, а что вы мне сделаете, я в другом городе. Что по поводу процесса. В этом формате, на этой конкретно хлопковой 300-граммовой бумаге от Sketchmarker, чернила были гораздо более предсказуемые, в первую очередь, и почти не давали вот этого вот эффекта распада. То есть мне приходилось это прям усилять тем фактом, то, что я накладываю прям большой слой краски. Опять же, это к тому, что хлопковая бумага достаточно сильно съедает цвет, но я здесь, знаете ли, работала в полутонах, я очень-очень плавно всегда наслаивала цвета, потому что я понимала то, что в отличие от целлюлозной бумаги, здесь я краску так эффектно не вымою. Собственно, мне очень нравится на самом деле эта работа, особенно если бы я как бы удалила фон. То есть я вдохновилась девушкой из интернета, но у меня нет такой техники рисования этих цветов так плавно. То есть в чем суть? Ее цветы полностью повторяют движение ее кисти. Для этого тоже требуются некоторые знания и практика. У меня этого не получилось, из-за чего у меня цветы стали, прям немножко не в тему, что ли, я бы сказала. То есть не такие аккуратные, как бы мне хотелось. Но в целом даже с ними как будто бы картинка вполне-вполне. Вот единственное, мне пришлось перекрывать цветком зону около ее рта, потому что туда просто как бы капнула капля краски, которую я не смогла удалить. Из-за этого вот композиция немножко менее эффектно работает, но в целом как бы никто не идеален, тут все в порядке. Опять же, повторяюсь, самые вот эти вот гранулирующие, распадающиеся моменты были именно если я прорабатывала конкретно сильно краской какой-то участок. То есть вот цветочки у меня такие детализированные, светящиеся, и в том числе я, собственно, не знаю уж, не помню, на спидпейнте показала это или нет, но я поверх этих цветов добавляла акрил, который вот как раз-таки дал возможность в том числе отделить один краситель от другого. Опять же, напоминаю, у нас акварель на пигментах, а эти чернила на красителях. Я предполагаю, именно по этой причине они такие марки, так что учитывайте этот факт. Собственно, я эту работу храню очень аккуратно, пока что с ней ничего не произошло, ничего не случилось. Очень мне понравился эффект смешивания этих чернил между собой, то есть это прям очень веселый процесс, особенно если вы любите гранулирующие краски. Если вы это любите, вам зайдет, особенно по такой стоимости. То есть, опять же, можно взять за 150-170 рублей 15 миллилитров. Если зайдет, можно уже пробовать цвета чуть подороже, собственно, они и по объему будут больше. Я в итоге этого не сделала, потому что мне как будто бы этого хватило. То есть я просто даже не могу представить, куда я эти 30 миллилитров потрачу, правда. Краска очень сильно пигментированная, вам ее хватит с головой, я не знаю. Мне кажется, лет на 5. Даже если вы будете очень часто ими рисовать. Если вы будете к ним возвращаться именно в плане добавления каких-то эффектов, то уж тем более они простоят очень долго у вас. В целом, данный материал я могу рекомендовать. Гранулирующие краски от Supervision тоже хорошие, конкретно это акварель, но здесь есть некоторый моментик ее стоимости. То есть, куда ни глянь, в красном карандаше, на Алиэкспрессе, о боже мой, они продают ее почти тубу за 1000 рублей. Это что, Дэниел Смит? Я бы за такую стоимость не советовала покупать. Я покупала эти тубы, наверное, да, вот за 500-600 рублей лично в красном карандаше в Санкт-Петербурге. Просто взяла на пробу, в итоге они мне понравились, но тут прикол в том, что у меня как бы на будущее уже есть некоторый опыт с другими продуктами данного бренда, и, по сути, если вы хотите такие блестючки, вы реально можете просто взять и заказать на Алике какой-нибудь набор перламутровых красок. Если вам нужны светостойкие штуки, можно взять Paul Rubens. Тоже дорого, но это что-то более профессиональное, то есть все остальное будет такое студенческое, вы будете без понятия насчет как бы светостойкости, но тут вот интересный момент, я не уверена, как это работает, потому что в составе слюда преимущественно. Думаю, это все надо тестить, смотреть. Собственно, да. Малевичем 100%. Пожалуйста, берите, наслаждайтесь, экспериментируйте. С Supervision по необходимости. Со скетч-маркеровской бумагой я точно уверенно говорю нет. Она хорошая, бесспорно. Она правда хорошая. Хорошая, акварельная, 100% хлопковая, плотная бумага. Но, во-первых, у меня возникли трудности с этой склейкой, и именно по этой причине я ее использую только для выкрасок. Потому что неровное движение, и вы просто порвете бумагу. То есть отрывать ее стоит очень аккуратненько, ножом, подрезать как бы вот
через место, где она выступает, где она не приклеена, но мне это неоднократное количество раз случилось, и за такую стоимость, и даже меньше, можно найти гораздо более крутые склейки, гораздо больших форматов, к тому же говоря. Вот такой вот обзор у нас получился. Пожалуйста, проявите активность вообще, если вам понравился видос. Я выкладываю это видео в первую очередь, потому что оно было в первую очередь снято. На его монтаж я потратила уйму времени, потому что рисовать я за время перерыва не разучилась, а вот монтаж за время моего отсутствия на ютубе в 10 лет, о боже, я себя прям бабушкой чувствую, это правда очень тяжело. Я надеюсь, что у меня есть возможность оставлять ссылки, если нет, то я, наверное, просто прикреплю название своего ТГ-канала, где вы можете найти дополнительную информацию. Вдруг все-таки, правда, этот канал не возлюблен ютубом, мне придется создавать вдруг новый. Вот, я планирую снимать художественный контент на постоянной основе. У меня очень уже много снято, мне просто это нужно монтировать. Это самый мой нелюбимый процесс съема обзоров, материалов и так далее. Здесь будет более персональный контент в том числе, у меня есть некоторые идеи насчет всяких полноценных, просто творческих, разговорных и не очень роликов. Так что буду рада всех видеть. Очень люблю YouTube с точки зрения арт-каналов. Так что да, пожалуйста, примите меня как бы в эту нишу. Всем спасибо. Если что, меня зовут Дарья, так что не забывайте меня, я обязательно сюда вернусь. Всем хорошего вечера, дня и вообще будьте здоровы и счастливы. И рисуйте, пусть это вам приносит уйму удовольствия.